Она манипулирует чувством вины. Манипулятор. Мы все иногда в этой жизни манипуляторы. И тогда наша задача не поддаваться на манипуляции, да? Опирайтесь на свое право говорить «нет», когда вам не хочется. Если у вас есть с ней финансовая, физическая дистанция, то есть вы живете в отдельном помещении, и вы не берете у нее денег, ну, если это не какой-то там подарок, например, да, на Новый год, не находитесь на регулярном содержании, тогда у вас есть полное право говорить «нет». Расскажу вам одну хитрость, потому что действительно людям, которые очень сильно нарушают границы, бывает сложно говорить «нет», они прям цепляются. Ну скажи «да», ну скажи «да». Вы всегда можете говорить фразу «разрешите себе находиться в состоянии растерянности». Растерянность – это тоже чувство, которое очень важно себе разрешить. Оно несет тоже очень важную для вас функцию. Разрешите себе быть в растерянности и сказать человеку, например, она пробует на вас что-то перекладывать, какие-то дела там, например, иди там постирай белье, или иди развесь белье, да, или сходи в магазин мне за продуктами, а вы ей скажите: ой, что-то я растерялась, не знаю, не могу сейчас ответить, мне надо подумать. И уходите. И думайте столько, сколько вам нужно. У вас нет лимита по времени, вы можете думать бесконечно. Мы очень часто спешим ответить, потому что нам кажется, что мы обязаны дать человеку ответ. Это идет из детства, когда наши родители на нас давили, и нам приходилось им давать какой-то ответ. А все, мы выросли. Теперь имеем полное право сказать человеку: что-то мне подумать надо, не знаю, слушай, не готова сейчас ответить. И все, и уйти. Это может быть таким секретиком, как легче ставить эту дистанцию. Делайте дистанцию физическую, стремитесь к этому, жить раздельно. Но пока это невозможно, например, прямо сейчас вам некуда уйти, ищем какой-то способ, как облегчить свои чувства, наращивать вот этот эмоциональный панцирь. Понимать, что вы, первое, можете ей не нравиться, она может не нравиться вам, но как-то жить вместе надо пока. И вы не виноваты, если вы не обещали. Вот если вы пообещали бы, к примеру, на примере огурцов возьмем, она говорит: пойдем в субботу огурцы собирать? Вы говорите: да, пойдем. И тогда, когда вы не выходите в субботу, она обижается. У нее есть право на это обидеться, потому что была договоренность между вами. А вы можете тогда, абсолютно нормальное здесь чувство вины испытывать, потому что действительно. Но это чувство вины не должно вас фрустрировать, то есть мешать вам дальше жить нормально. Чувство вины несет функцию вам осознать, что вы что-то где-то не вписываетесь в какие-то рамки, и, может быть, в следующий раз можно сделать лучше. Вот. А если вы не обещали огурцы собирать, то вроде как и не должны. И тогда было бы здорово, может быть, попробовать, да, смотря какой это человек, попробовать проговорить. Например, свекровь, давайте договоримся. Мне вот очень хотелось бы знать, чего вы ожидаете от меня, какой помощи по дому. А нам было бы проще, может быть, мы бы ругались реже, отношения у нас стали бы лучше. Давайте обсудим. Как вы ожидаете? И тогда вам свекровь, если откроется и прямо скажет, слушай, я ожидаю от тебя, что ты будешь готовить, а я, например, убирать, или наоборот. Мы будем вместе собирать огурцы, и все. И тогда у вас уже появляется договоренность, и тогда проще и вам, и ей. Очень часто люди, когда пытаются наладить с кем-то контакт, вот эти же договоренности сделать, и не умеют делать это в верной, здоровой форме, да, это переходит в какое-то воспитание. Это очень неприятно. Я вам искренне сочувствую, потому что это, правда, неприятно, когда кто-то пытается тебя воспитать, а ты уже и так взрослый. Что делать? Стараться перевести это из формы воспитания в форму договориться. Слушайте, а давайте договоримся, давайте вы расскажете, чего вы от меня ждете, а я вам расскажу, что я могу из этого, а чего не могу. И тогда, там, конечно, очень много может быть конфликтов, это нужно разбирать. Например, какие-то вещи, которые они, по идее, не имеют права с вами регулировать, когда вторгаются очень в ваше личное. Например, фантазирую сейчас, бывает такой частый конфликт у людей. Человек пьет чай и постоянно держит внутри ложку. Ему так удобно, он так хочет. А людей рядом это может раздражать. И они тогда будут говорить ему раз за разом, родственники, например:
ты снова пьешь чай с этой ложкой, слушай, ну что ты, вытащи ты ее уже. И тут разумно изнутри может начаться злость в ответ, потому что в ваше личное пространство вторгаются. Какая тебе разница, как я пью чай? Как хочу, так и пью. Не ты же его пьешь. Но если мы скажем так прямо, да, у нас будет конфликт, который не закончится примирением, у него нет даже шансов. Потому что в ответ мы начинаем не границу возвращать, а нападаем. Типа, да кто ты такой вообще, твое мнение мне не важно. Тут очень важно нахвататься правильных фраз, слов. Например, слушай, мне неприятно, когда ты сейчас, у меня чувство, что ты меня пытаешься воспитывать. Мне вот так удобно, я так люблю, мне правда нравится так пить чай с такой ложкой, а чувство, что ты берешь и обесцениваешь то, что мне нравится. Я готова услышать, что тебе не нравится, но давай так, ты будешь пить так, как ты хочешь, и я не вмешиваюсь в это, потому что, ну, ты же пьешь, твой процесс. Давай я буду пить, как я хочу, а ты не будешь это комментировать, потому что мне неприятно. Вот тон, интонация здесь важны, но все, чтобы это применять, нужно, чтобы ваши чувства вас не захватывали какой-то лавиной.